Да. Все-таки я попрошу дать микрофон коллеге с Украины. Спасибо. Скандала не будет, как и не было. Ну, слава богу, уже хорошо. Владимир Владимирович, я хотел спросить, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Там же нищета под вашим руководством, а люди превратились в рабов России, если называть вещи своими именами. Вы боитесь ядерной войны и одновременно не только к войне с НАТО готовитесь, а по сути стреляете в граждан Украины. Это же вы, как верховный главнокомандующий, отдали приказ стрелять по морякам. И у меня вопрос, каковы условия обмена? И если можно, по выборам, вы говорите, рейтинги анализируете. Секундочку, условия обмена? Условия обмена украинских политзаключенных и украинских военнослужащих. Вам же нужны граждане России или нет? И если можно, по выборам, вы анализируете постоянно рейтинги, и скажется впечатление, что вы Я не анализирую, я смотрю на них. Вы же их печатаете. Что вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в Соединенных Штатах. Не кажется ли вам, что может так получиться, что прямого диалога между президентом Украины и России не будет до того момента, пока вы не поменяете место работы? Спасибо. Да, понятно. Значит, по поводу страданий людей, которые живут на Донбассе. Вы же гражданин Украины, и вы считаете этих людей гражданами своей страны, живущих на этой территории. Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут. Мирные причем, мирные. Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но и только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И будем это делать дальше. Потому что попытка решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, это происходит до сих пор, они обречены на провал. Это надо понять. Теперь по поводу того, как урегулировать отношения и кто останется у власти, кто не останется. Дело не в персоналиях. Дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет, в том числе вырос за уходящий год. В текущем году он тоже вырос. Это не странно? Нет, не странно, потому что это естественные связи. И эти естественные связи когда-нибудь все-таки дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем, собственно говоря, интерес своего собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле.